Всем привет! Меня зовут Антон Скобелножко, я .NET-разработчик компании Smart Business. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой штуке, как код coverage. Я занимался такими штуками, как разработка серверных приложений, разработка приложений Azure функций, имплементация CI/CD в Azure пайплайнах, также разработкой решений для управления данными и синхронизации, также работал с базами данных, паттернами разработки и т.д. Главные топики на сегодня — это то, что такое код coverage. Мы поговорим о инструментах Кубертура, репорт-генератор и других. Также сконфигурируем YAML-файл для Azure DevOps. Посмотрим демку проекта и также в конце на обзор отчета. Что такое код coverage? Код coverage на русский переводится как покрытие кода тестами. Это мера, которая используется при тестировании программного обеспечения. Она показывает процент исходного кода программы, который был выполнен в процессе тестирования. Также про код coverage можно сказать то, что это очень хороший инструмент, который позволяет наглядно увидеть голые места программы. То есть при помощи этого инструмента можно легко просмотреть те места, в которых не было написано тестов. То есть это напрямую указывает на то, что у нас есть в программе нашей аппликушки места, в которые нужно написать тесты. Как вообще работает код coverage, как инструменты, которые его создают, вообще делают эти отчеты. В общем, все очень просто, заключается в 6 пунктах. Это критерии. Первый из критериев — это покрытие операторов. Это значит, что каждая строка кода должна быть протестирована. Покрытие условий означает то, что каждая точка решения должна быть выполнена и протестирована. Покрытие путей — это значит, что все возможные пути через одну часть кода были выполнены и протестированы. Также есть критерий, который называется покрытие функций, покрытие вход-выход и покрытие значений параметров. Функции — это то, что каждая функция программы была выполнена. Вход-выход тоже означает, что через эти места были возвраты, и они тоже были выполнены. Покрытие значений параметров, точно такая же аналогия для этого пункта. Я подготовил небольшой метод, очень простой, и к нему тест. Этот метод и тест к нему наглядно показывает то, что покрытие не равно качеству теста. Что это значит? Если мы посмотрим на левый верхний угол, то мы увидим, собственно, наш метод. Он очень простой, принимает на вход список из каких-то чисел и возвращает их количество, те, которые не равны 2 и 3. В общем, к нему есть тест, в котором есть 3 блока: arrange, act, assert. И в первом блоке мы делаем инициализацию нашего тестового списка, в котором есть только один элемент, и это 4. В акте мы просто отдаем этот список в наш метод, он выполняет какое-то действие, и в конце мы проверяем при помощи assert, равен ли результат единице. Он равен, тест проходит, покрытие кода показывает, что все хорошо, 100% покрыт наш код тестами, но есть одно но. Код coverage не может гарантировать то, что
вот этот тест, он на 100% покрывает все случаи, все кейсы. И, как вы бы могли заметить, у нас не хватает одного ассерта, который бы проверял вот эту всю штуку на null. То есть, хотя код coverage показал покрытие 100%, но у нас не достает сложности вот этот тест, то есть метод недостаточно покрывает свои задачи. Я тут вынес один пункт, то что код coverage это метрика покрытия кода, не метрика закрытия требований. Также внизу написано, что 100% покрытие кода не гарантирует работоспособности программы. Пустой метод элементарно покрывается на 100%, непустой метод покрывается на 100% тестами без ассертов. То есть это значит то, что мы можем проигнорировать последний блок, то есть написать тест, но по идее ничего не протестировать. В конце в демке я покажу на примере это все, поэтому еще вернемся. Инструменты покрытия кода. Мы на примере сегодня рассмотрим кабертуру. Это бесплатный инструмент, который вычисляет процент кода, доступного для тестов. Также существуют его аналоги. Это CodeCover для Java, Cobol, Coverage.py для Python и Jacoco, Java Code Coverage для Java. Также мы сегодня будем использовать инструмент, который называется Report-генератор. Это инструмент командной строки, который работает с .NET Framework и .NET Core. Что он делает и в чем его главное достоинство? Этот инструмент генерирует отчет на основе того, что сделал инструмент кабертура, или OpenCover, или Jacoco, или другие. Он преобразовывает результат кабертуры в удобный отчет для того, чтобы разработчик мог увидеть более в удобной форме то, что он ожидает. Также достоинство репорт-генератора заключается в том, что мы можем увидеть не только какие-то процентные соотношения, какие-то цифры, а можем увидеть сразу готовый код, в котором можно просмотреть степень покрытия или вообще покрыт, не покрыт. Вот. Также он поддерживает объединение нескольких отчетов в один, то есть, как изображено на картинке ниже, мы можем принять результат кабертуры и обернуть его, например, в HTML. Code Coverage Visual Studio. Что это значит? Это значит, что не обязательно генерировать, вставлять какой-то инструмент для Code Coverage, привязывать репорт-генератор. Это все можно просмотреть во время разработки при помощи Visual Studio. Достаточно перейти просто на вкладочку «Тест», «Analyze Code Coverage for all tests» и, как изображено на втором скриншоте, который пониже, достаточно нажать одну кнопочку и просмотреть точно такие же метрики. Но хочу напомнить, что это во время разработки, и то, что локально, то остается локально. Также сегодня затронем тему CI/CD. Я думаю, что будет не лишним немного рассказать или хотя бы ввести в курс дела, что это такое. CI — это непрерывная интеграция. CD — это непрерывная доставка. Continuous Integration, Continuous Delivery. CI — это практика разработки, при которой разработчики постоянно отправляют свои наработки, свой код в общий репозиторий, затем каждая регистрация проверяется автоматической сборкой, выполняются какие-то тесты на разных этапах, и в конце мы можем увидеть какой-то результат. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вовремя увидеть какие-то ошибки, например, при прохождении тестов, когда у нас ломается какой-то тест, мы можем его вовремя подчинить и затем еще раз воспроизвести вот этот цикл. После этапа CI выполняется этап CD. CD — это продолжение непрерывной интеграции. Главной
Главной изюминкой этого этапа является то, что в конце мы получаем готовый релиз и можем задеплоить новую версию нашего приложения. Мне нравится вот эта картинка. В ней четко видно главные этапы, то есть код, build, тест, это относится к CI, и release, deploy, монитор относится к CD. YAML файл. Что же такое YAML файл, для чего он нужен? Вообще мы сегодня посмотрим тот YAML файл, который у меня есть в примере. Это очень удобная штука для того, чтобы оформить Azure Pipeline для DevOps. YAML — это формат сериализации данных, концептуально очень близкий к языкам разметки. Он ориентирован на удобство ввода-вывода типичных структур данных многих языков программирования. Сегодня мы добавим в этот YAML файл следующие 5 этапов. Это сборка проекта, запуск тестов, установка инструмента генератора отчетов, создание отчета при помощи репорт-генератора и публикация этого отчета код coverage. Демо плюс репорт ревью. Я предлагаю перейти на Azure DevOps. Это демо-проект, в нем есть 3 модельки. Плееры, team, команды, игроки и контекст — это какое-то подобие базы данных. И есть сервисы. Этот сервис используется в контроллере. Также к этому контроллеру написаны уже 2 теста, которые мы можем посмотреть чуть позже. Есть готовый пайплайн настроен. В результате этого пайплайна у нас был сгенерирован код coverage. Также есть вкладочка «Интересные тесты». В ней можно посмотреть, сколько у нас тестов, пройдены, не пройдены, процентное соотношение, скорость выполнения и другие метрики. Код coverage — это сгенерированный репорт, в котором можно увидеть классы нашего приложения, файлы, линии кода, строки кода, которые доступны для того, чтобы для них были написаны тесты, недоступные линии, то есть строки покрытые, не покрытые. Также есть процентное соотношение этого всего. Можно просмотреть по веткам. И вот, собственно, по самим классам. У нас есть контроллер, которому написаны, по-моему, 2 теста. Давайте же посмотрим, что у нас имеется. Мы можем просмотреть процентное соотношение по каждому из методов, то есть 100% линий, то бишь строк покрыто. И мы можем перейти, просмотреть сам код. С 20 по 23 у нас конструктор. И с 26 по 29 у нас первый метод контроллера getTeams. И мы можем увидеть, что он полностью покрыт тестами. У нас есть также методы, которые не покрыты, и код coverage красным цветом подсвечивает и говорит о том, что к ним нужно написать тесты. Я также подготовил небольшой PR, в котором я добавил еще один тест, в котором нет блока assert. То есть мы в range объявляем наши переменные в act, делаем запрос к методу getPlayer по ID, но в assert ничего не проверяем. То есть не факт, что вот этот
вернее, факт в том, что вот этот метод бесполезный, это типичная заглушка, он ничего не протестирует, но если мы комплитнем наш pull request, то мы увидим результат покрытия кода. У нас выполняется стадия сборки. Это может занять некоторое время, поэтому я предлагаю посмотреть на наш YAML файл и что же я туда добавлял. Собственно, так выглядит YAML файл для этого пайплайна. Самые главные этапы — это этап билда, этап тестов. Также есть этап установки репорт-генератора, собственно, генерация репорта, публикация результатов код-кавериджа и publish build artifacts. Вот, на вот этом этапе NuGet Tool Installer у нас установились нужные NuGet пакеты. Также хочу упомянуть о том, что впервые о покрытии кода тестами в публикациях появилось упоминание аж в 1963 году. То есть это все не впервые, это не новый инструмент, но очень полезный. В любом случае нужно не забывать и всегда помнить о том, что код coverage — это метрика, которая помогает понять степень протестированности кода и ни в коем случае не подтверждает успешность всех тестов. Наступил этап билда. Главный плюс использовать код coverage на этапе CI — это то, что мы можем сразу для всего проекта просмотреть одним разом степень протестированности и не смотреть локально у себя во время разработки, а видеть картину в целом, что очень полезно. Также лично я на своем опыте пользовался этой утилитой не один раз. Это очень помогало, когда нужно было протестировать большие объемы кода. Это безумно удобно, поэтому советую хотя бы об этом помнить, когда будете писать какие-то тесты. Собственно, этап CI завершился успешно. Можем посмотреть, что 3 теста и тот пустой с заглушкой завершились успешно. И давайте посмотрим код coverage для контроллера. Как мы можем увидеть, метод getPlayer, у которого не было блока assert, протестирован на 100%.
подтверждению этому можем перейти чуть выше, подняться и просмотреть, что line coverage 100%. То есть это опять же подтверждает то, что это всего лишь метрика покрытия кода, и она не гарантирует качество теста. Также я бы рекомендовал почитать литературу по данным ссылкам. И всем спасибо за просмотр. Как сгенерировать отчет самой студии? Это все показано на слайдах ранее. Достаточно просто перейти на вкладочку «Тест», открыть Analyze Code Coverage for All Tests и просмотреть внизу по нажатии на кнопочку Show Code Coverage Coloring код и процентное соотношение по каждому из методов. Если вопросов больше нет, я думаю, что можно завершить наш Smart Talks 218. Спасибо, что пришли посмотреть. Увидимся на Smart Talks 219.